Вот он. Фига себе, я не понял. А ну давай за ним. Ну и что ты выперся, а? Ну что, попадаемся, а? Ты все-таки еще девчонка. Я же в конце концов не из-под венца сбежала. Да это почти одно и то же. Ты же не можешь всю жизнь быть одна. Не могу. Лучше быть одной, чем с нелюбимым. А Надя не по любви вышла замуж за тебя? Слушаю. Переживай. Да, привет. Как Петька? Привыкай к пенсии? Он пропал. Уехал? Вчера вечером. Ушел на какое-то важное совещание. Дома больше не появлялся. И в прокуратуре его не было. На какую встречу, не знаешь? Нет, не знаю, он не сказал. Мобильный у него выключен. А ты сейчас в московской квартире или все-таки остался в Фонтарске? Да нет, в московской. Переехали сюда все-таки, думала. Сейчас, когда у него времени больше свободного. По музеям походим, по театрам. Я сейчас приеду. Этого только не хватало. Идиоты. Как он мог промахнуться? Прокурор что, засек его? Да нет, вроде не должен. Он вообще не должен был уйти. Я вам все объяснил на пальцах. Тут любой пятиклассник справится. Ноутбук взяли? Нет, с собой унес.
Пошли вон, дегидни рыжатые. И без прокурора не возвращаться. Ну что, говоришь, 50 мало, да? Тогда 250, 350. Сейчас работает как. Да, потому что чем лучше вечером, тем хуже утром, да? Ну да. Оба дядя идет. Тебе куда, папаша? На край света. А бюджет позволит? Билетика до Хабаровска хватит? А тебе конкретно какой край света нужен? Да до Москвы. Дороже будет. Насколько? Добавь билетик до Ярославля. Договорились. Поехали. Поехали. Привет, это я. Я одна. Я не знала, что есть вещи, на которые я не могу закрыть глаза. Да. Хотя поняла это только тогда, когда закрыла. Он последние 2 недели был весь на нервах. Я думала, из-за пенсии переживает. Все-таки всю жизнь в прокуратуре. Я его встретил как-то на совещании. Он шутил. Мол, на пенсии жизнь только начинается. Да, шутил. Обещал мне домик купить у моря, в теплой стране. А потом я поняла, что что-то произошло. Он ничего не рассказывал. Ты же его знаешь. От него слова не добьешься. Но я знаю, что что-то не так. А он на машине уехал или пешком? Да, на машине, я в окно видела. Сейчас. Слушаю тебя. Я не хочу быть больше ментом. Ты консультант. Причем в прокуратуре? Да? Ну, тогда я не хочу быть больше консультантом в прокуратуре. Мне самому нужна консультация. Не мой профиль. А выпить со старым другом? Извини, но сейчас не до тебя. Звони на досуге. Ты успокойся. Мы его обязательно найдем. Белая цапля к вашим услугам. Белая цапля. Мне нужен ближайший рейс на Карибские острова. Один билет. Бизнес-класс? Ну, а как? Ближайший утром. 11:15 с пересадкой в Париже. Отлично. Я жаворонок. Рейс российской авиакомпании. Я патриот. Простите, бизнес-класса нет, только эконом. И демократ. Как выясняется. Никифоров, это прокурор Антарктского района? Формально. Он сейчас докуливает свой отпуск, а после отпуска его торжественно отправляют на пенсию. Думаете, его исчезновение не связано с работой? Возможно. Провели сводку по ДТП по Москве и области. Морги, больницы. А я займусь его сотовым оператором. Хорошо. Что-то еще? Фред сегодня не вышел на работу. Он вам не звонил? Звонил.
Похоже, у нас больше не работает. Открыто. А, это ты? Так выпить больше нечего. Собирайся, поехали. Что, такси приехало? Пропал прокурор Антарского района. Возможно, убит. Машину нашли час назад в Подмосковье. И это меня должно как-то заинтересовать? Это мой друг. Ты ему тоже вчера нахамил. Он пропал позавчера. Найдем Никифорова, можешь лететь. Куда ты там собрался? На Карибы собрался. И мне твоя увольнительная не очень нужна, потому что денег ты мне не платишь. Никифор честный человек. Никогда ни перед кем не прогибался. И бандитов душил, как паршивых собак. У меня он столик уже заказан. В ресторане прямо на берегу. Вид на бухту. Официантка, мулатка, йо-йо. Мне твой прокурор вообще не кстати. Вот такси приехало. Ну и катись ты на своем такси к чертовой матери. Спасибо за доброе слово. Вот здесь пуля прошла стекло и угодила в обшивку. Ну, отправляйте на баллистику. В кармане. Галчанский едет. Гражданина. На лобовом стекле входящее пулевое, следов крови нет. Место определили по сотовому. По сотовому валялся в салоне машины, и не знаю, как бы мы ее нашли, место глухое. Это очень спорное умозаключение. Эта точка прекрасно просматривается с шоссе. Ты откуда здесь взялся? Ты знаешь, в средней полосе России еще много девственных уголков природы. Не Кариб, конечно, но расслабиться можно. Ты знаешь, я уже начал привыкать к твоему отсутствию. Мне даже это стало нравиться. Не привыкай к хорошему. Что происходит? Да он сегодня заявил с утра, что ему плевать на исчезновение прокурора. Перед лицом своих товарищей торжественно извиняюсь и обещаю уволиться сразу, как найдем прокурора. Нельзя, чтобы прокуроры часто терялись. Не носки чай. Думаешь, он раскаивается? Это его первая человеческая реакция. Ты что, может быть, думаешь, что это из-за тебя? Нет, просто он никогда не извинялся. Знаешь что, разбирайся сама. Полный отчет о машине мне на стол. А что ты о машине мне на стол? Сейчас.
Не, конечно, в принципе, можно вызвать водолазов, проверить, но... В принципе, лучше заказать пиццу. Я прошелся вдоль реки. Вымоин особых нет, сколов тоже. Вы здесь ничего не найдете, даже рыбы. Может, он с кем-то здесь встречался? Ну, ты подумай. Ну, зачем кристально чистому прокурору ехать куда-то в глухое место на стрелку? Ну, пригласили. Меня он приглашает все время в разные закрытые клубы. Так я же не знаю, кем и чем колода заряжена. Потом в Антарске полно мест, где можно провести порядочную деловую встречу. Хочешь сказать, это ложный след? Да. А есть фото прокурора? Есть. Вот он как живой. На него могли напасть на шоссе. Он решил спрятаться, а они его здесь догнали и добили. Или похитили. Надо проверить все камеры наблюдения на трассе. Может быть, мы еще успеем засечь похитителя? Сделаем. Ну, поехали. Фред, ты примерз? Поезжайте. Нельзя тянуть. Я попробую ставить улын. Может быть, успею на последний вечерний рейс на Карибы. Ну, смотрите, Никифоров выезжал из Москвы уже с пробитым стеклом. В него стреляли в черте города. Почему он сразу не обратился в полицию? Допросите вот этого инспектора. Он наверняка задал прокурору тот же вопрос. Ясно? Да. Можно? Пули калибра 7,62 стреляли с оптикой. Расстояние до 300 метров. Винтовка снайперская в базе данных не значится. Что по отпечаткам? В салоне, на руле, на ручках двери только пальцы Никифорова. У машины было разбито лобовое стекло. След как от пули. Ну, конечно, я ее остановил. И что сказал водитель? Он показал мне удостоверение на имя прокурора Антарского района. Но как он объяснил след от пули? Он сказал, что это не пуля. Ну, что это мальчишки какие-то из рогатки. Металлическим шариком стрельнули. И вы поверили? А почему я должен был не поверить прокурору? Ну да, действительно. А стекло он обещал на следующий же день заменить. Добрый день, любезный. Куда путь держим? А тебе куда надо? В Антарск. В Антарск. Ты расписание на остановке видел? Видел. Много там автобусов? Этот один. Тебе аналитические способности подтянуть надо. Мама мне говорила. А долго ехать надо? Ну не мог же я подтянуть их за 1 секунду. Здесь ходит только один автобус. Это мой. Если по расписанию, мне надо будет на этом месте быть через 2 часа. Так сколько мы будем ехать в Антарск? Час. А с учетом погрешности? Ну,
Есть информация по звонкам Никифорова? Я уже запросила телефонных операторов. А где Фред? Я не знаю. Он сказал, что найдет прокурора до вечернего рейса на Карибу. Ты где? Тело не нашли. Надежды поужинать с видом на Карибские острова рухнули. И вот я решил отдохнуть душой, навестить какой-нибудь старинный русский городок, полюбоваться окрестностями, осмотреть местные достопримечательности. А ты знаешь, как это называется? Туризм. Прогул. А если это связано с прокурором? Ты поехал в Антарск? А ты против? Антарск не старинный город. Ты не представляешь, как я разочарован. А еще это самодеятельность и нарушение трудовой дисциплины. Но когда я вернусь, ты будешь стоять на ступенях Лувра и махать мне кружевным платком. И мы все забудем. Кино рукой машет. Кардинал Ришелье. А не королева? С французским кино у тебя тоже проблемы. Проезд-то подсказать, сколько стоит? Да, я вижу. Что он натворил? Он пропал. Ты его видел? Ну, такая информация будет денег стоить. Значит, видел. Знаешь, что за сокрытие информации бывает? А если его еще найдут мертвым, то ты в тюрьму загремишь. Здравствуйте, я из прокуратуры. Пришел сказать, что ваш муж жив. Слава Богу. Но пока об этом никто ничего не должен знать. Если вы меня угостите чаем, то я вам расскажу немного больше. Проходите. Ваш муж оставил машину на берегу реки, потом перешел через мост. На автобусе доехал до Антарска. В Антарске взял такси и вернулся в Москву. Если он вернулся в Москву, зачем он оставил машину у реки? Не знаю, может быть, он хотел инсценировать собственную гибель или просто исчез, а вы как думаете? Я не знаю. Давайте думать вместе. Позавчера вечером прокурора засекли на автовокзале в Антарске. Он вышел оттуда без ноутбука, поймал бомбилу и уехал. А кейс в камере хранения оставил? Не факт. Он где-то пропадал 6 часов. Мог где-то в другом месте ноутбук спрятать. Может, ячейки бомбануть? На вокзале? Там постоянная охрана, менты и куча народу. Поставь людей, бомбилу этого разговори. Может быть, прокурор что-то лишнее по дороге сболтнул. Ага. И достань мне этого прокурора. Ты вчера к дочери собирался, все отменила? Я тоже собирался утром на теплые моря. Мы были с Петей как-то на теплых морях по путевке. Он мне еще сказал, хочешь, здесь домик купим? Я засмеялась, на какие шиши. А он так серьезно мне говорит, ну Кириллова же купили, и Самойлов тоже на Кипре. Как будто бы не знает, откуда у Самойлова деньги. И откуда? Да прекратите. Это же только мы с Петей на одну зарплату. И начальник ваш, Слава. А у вас дача-то есть? Да есть. Сарай с огородом. За 100 с лишним километров от Москвы. Ну, в Тверской области Круглое озеро. Это Дубнинский район. Да, только если из Москвы, то надо объезжать там. Ой, там мост рухнул через речку.
Так может, он сейчас там? Да нет. Он бы меня предупредил. Так, надо допросить в первую очередь вот этих 6 подозреваемых. Хозяин гостиницы уже едет к нам. Бывший мэр Антарска Парфенов будет во второй половине дня. А остальных пока еще не обзвоним. Будете? Хорошо. Спасибо. Я подключусь к вам после совещания. Люд, тебе надо будет съездить в Антарск. Внимательно проверь все документы еще раз Никифорова. Скорее всего, улик нет. Ну, нам просто надо в этом убедиться. Да. Так, а может, я тогда с Людой съезжу? Нет. Пойдешь со мной на допрос. Боже, прости, пожалуйста. Не страшно. Все хорошо. Извините. Извините. Тут... На счастье. Я сам собираю вещи. Не опоздал? Опоздала, звонила тебе. Ты не отвечал. Я был дьявольски занят. Гулял по Антарску. Фотки привез? Нет, я не брал с собой фотоаппарат. А это кто? Это бывший мэр, теперь глава АЗАО «Перит». Это начальник паспортного стола Ангарска Гусев. А это директор гостиницы «Золотая осень» Григорьев. Я сам соберу. Не надо. Вот убей меня. Мне кажется, что прокурор Антарска еще жив. Пока мы не найдем его тело, я тоже на это надеюсь. Или ты его где-то встретил? Нет. Нет? Может быть, кто-то видел его? Нет. И он позвонил тебе? Нет. Значит, вопрос исчерпан. Подожди. Извини меня, ждет Голчанский. Я совершил одну глупость. И вот думаю, сможешь ли ты адекватно ее воспринять? Когда собирался куда-то улететь? Или решил вернуться снова к работе? Или когда укатил в Антарск? Ты уточни. Когда не ответил на твой звонок? Ты же объяснил, ты был занят. Не вчера. А когда? Когда ты ушла от ратника. А я не ушла, я его бросила. Ну, еще не поздно ему позвонить, простит. Угу. Это совет? Это бред, прости. Я на 8 часов заказал сегодня столик в ресторане. Будем ужинать с видом на Москву с высоты птичьего полета. А если я не успею? А если ты не успеешь, то я даже не знаю, что буду делать. Я что-нибудь придумаю по дороге. Давай. Люд. Я буду ждать тебя, хоть до самого утра. Хорошо. Хорошо. Слушай, Фрейд, второе извинение за сутки. Ты явно не в себе. Да, я необычный. Мне хочется тебя взять за волосы и оттащить в свое логово. Что тебе мешает? Чертова любовь. Извини. Да, я спускаюсь, да. Извини, меня ждет машина. Когда вернешься? Вечером. Должно быть все очень красиво. Нет, балдахин как раз не нужен. А стиль Помпиду я не знаю, но уверен, что мне тоже не понравится. Свечи? Не знаю, это может вызвать плохие ассоциации. Хотя не знаю, давайте свечи. Это не готика, это порнография. Розы подойдут, да? Розы – это банально, смертельно, но и желание-то у меня тоже смертельно банальное. За сутки до своего исчезновения вам звонил прокурор Никифоров. Да, звонил. В 21 час 54 минуты. О чем вы с ним говорили?
Петр Петрович просил у меня одноместный номер на сутки. Я ему выдал из брони. Номер был оформлен на него? Номер вообще не был оформлен. Я просто позвонил администратору, попросил выдать ключи. Прошу. Здесь, разумеется, никто ничего не трогал. С чего начнем? Ну, пожалуй, начнем с сейфа. Одну минуту, я за ключами. Угу. Слушайте, как вы не боитесь? Ну что, клюет? Нет. Мне везет. Значит, мы можем поговорить в каком-нибудь другом месте, где потеплее. Ага. Менингит, знаете, не входит в мои планы. А вот вечерний рейс на Карибы... А мне вас довольно быстро удалось найти. Повезло, да? Мужик, шел бы ты отсюда куда-нибудь в теплое место, а? Ясно выражаюсь? Нет, не ясно. Ну, тогда к черту, так яснее. Не, эмоциональная составляющая мне была понятна сразу. А вот интеллектуальная составляющая... Мужик, вали отсюда. Не до тебя. Понял. А вот смерть свою вы топорно обставили, Петр Петрович. За последнюю неделю вы общались с Никифоровым по телефону несколько раз. Было дело. На какую тему? Ну, так спросите у него самого. Вы же одна контора. Ну, стоило меня вызывать вообще по этому поводу? Если бы могли, то спросили бы. А с ним что-то случилось? Прокурор Никифоров исчез практически 2 суток назад. О чем вы говорили с ним по телефону? Ну, так, договаривались. Съездить на охоту, как обычно в это время года. И судя по звонкам, 4 раза договаривались. Да мы уточняли время. Он хотел пока в отпуске к дочери заехать. То есть вы настолько были близки с Никифоровым? Ну, постольку, поскольку. А вот его жена утверждает, что даже не знает о вашем существовании. Неужели вы думаете, что я отмахал 200 верст просто так? Я понимаю, вы находитесь в сложной ситуации. Мечетесь внутренне, не знаете, что делать, прячетесь. Хотя это неэффективно, сами понимаете. И по сути, я единственное ваше решение. Как ни крути. Помню. Такой с юморком был. Все хотел на край света поехать. Ну, а где ты его высадил? На Курском вокзале. Темно было. Вы, кстати, не первый, кто про него спрашивает. А кто еще? Да вчера какой-то придурок захаживал. Придурок? А, мент, наверное. А может и мент. Но все-таки придурок. Ну, будем искать придурка. 6 лет назад было возбуждено уголовное дело по факту обрушения торгового центра, повлекшего за собой человеческие жертвы. Помните такой случай? Ну, конечно, помню. Но это была большая беда для всего города. Следствием был установлен ряд грубых технологических нарушений. Этим делом занимался как раз Никифоров. Да, я помню. Тогда привлекалось большое количество свидетелей, но в том числе и мэра, ну, то есть меня. Потому что генподрядчиком строительства было ЗАО «Пиерит», которое принадлежит вам и вашему брату. Ну, не передергивайте. В «Пиериде» нам с братом принадлежит совсем небольшая доля. И потом еще раз повторяю, я привлекался только в качестве свидетеля. Ну, не валяй дурака, я стрелял мимо. А вдруг ты промахнулся? А ты забавный. А уж ты-то развеселый. Оружие есть? Нет. Тебя Парфенов прислал, да? А ты как думаешь? Значит, ты передай этому Парфенову, что ноутбук с компроматом в надежном месте.
Если он не заплатит в течение суток, или хотя бы волос упадет с головы моей жены, они сядут. И очень надолго. Как минимум на каждого по 2 статьи, я обещаю. Понятно? В целом понятно. Все обязательно дословно передам. Осталось уточнить детали. Какие детали? Ну, например, кто такой Парфенов? Вы меня в чем-то обвиняете? Пока не обвиняем. Пытаемся разобраться в характере ваших отношений с Никифоровым. Никифоров 5 лет назад вел дело, в котором в качестве подозреваемого был ваш брат Константин. А уже спустя 5 лет вы приглашаете его на охоту очень настойчиво, как старого друга. Ну вот что. Мне надоел этот балаган. Я буду разговаривать с вами только в присутствии своего адвоката. Все-таки какая красота. Россия. Роман Фрейдин. Консультант Следственного управления. Да. Да, наслышан. Надеюсь, я получил самые лучшие рекомендации, но я здесь с частным визитом. Ну, что же, как частному лицу, должен вам сказать, это дело вас совершенно не касается, так что… Знаете, в этой игре, которую вы затеяли, вам в одиночку никак не выиграть. Это я как профессиональный игрок вас уверяю. Очень приятно было с вами познакомиться. Я сюда добирался 2 часа. И нашел вас сразу. Люди вашего противника здесь будут через несколько минут. Послушайте, консультант, шли бы вы с вашими прогнозами, знаете куда? Не пойду. Вот черствый вы человек. Алло, да, Слава, нашел я вашего прокурора. Где? На даче мизантропствует. Хулиганит. Тургеневский у тебя стиль нравится. Клопов-то нет? Фрейд нашел Петьку, прокурора нашего. Обещал привезти. О, вот и он. Да, Ром. Сколько их? Понял. Вызываем он. На Фрейда напали. Может, дашь один? А то я свой на яхте оставил. Надеюсь, у них хватит ума взять меня живым. Они же не знают, где компромат. Я надеюсь, что компромат-то годный, иначе из-за всякой ерунды не хочется умирать. Виновными признали погибшего прораба и главного инженера Цымбалюка. Потом Цымбалюк куда-то пропал. Прокурор! Хорош пали! Давай я один зайду! Да пошел ты. Побазарим, а? В прошлом году Цымбалюк вернулся и передал мне всю информацию о том, что у них происходило на самом деле. Совесть, что ли, проснулась? Да нет, просто Парфенов дал Цымбалюку денег, чтобы тот исчез. Может, гранату ему, а? Ага. Цымбалюк за 5 лет все прокутил, вернулся обратно, чтобы шантажировать Парфенова. Он что, не понимал, чем это закончится? Когда понял, записал все на видео, добавил полный комплект документов и прислал мне. Тогда я понял, что нужно искать самого Цымбалюка. Что, нашел? Нашел через 2 дня.
Повешенным. А нам живой нужен. Зачем? Он мог инструкцию оставить. Ну вот я удивляюсь тебе. Ну ладно, цимбалек. Он человек не просвещенный. У тебя 2 высших образования. Неужели ты не понимал, что если одного убили, то и других убьют? Много хоть попросили? 1 000 000 попросил, евро. Не стоишь ты, видать, 1 000 000-то. Успокоил. А Голчанский тебя считал приличным человеком. Правильно считал. Я в жизни ни у кого копейки не взял. Все, на старый след. А решил взяться за ум. Живут же вокруг меня такие же прокуроры, как я. Живут и жизни радуются. Вот я и подумал, раз этот Парфенов напортачил, ну пусть поделится. Экспроприация, экспроприатор. О, все, хорошо перефразировал. Это не я, это Ленин. Я готов обсудить твою долю. А-а-а. У него что там, арсенал, что ли? Так до утра палить можно. Ну и пали! Тебе за это платят. Так, и сколько ты хочешь? Я хочу, чтобы ты пораскинул мозгами и понял, что Парфенов рано или поздно тебя поймает и найдет способ узнать, где ты хранишь компромат. И что делать? По старинке умереть честным человеком. Книжку испортили! Нога! Живой? Живой! Нога! Слышь, прокурор! Хватит стрелять! Давай побазарим! Отдай нам ноутбук, дай код, и мы уйдем. Мой план. Вы говорите, где находится компьютер. Так. Даете мне возможность отойти, прикрываете меня. Потом выходите на стрелку со своими друзьями. Ну, испытайте часа 2. Ну, чтобы у меня было время найти компьютер. Так. Потом вас убивают. И это весь ваш план, да? Нет. Потом у вас будут пышные похороны, много цветов, красивые речи сослуживцев. Вашей жене, на тот случай уже вдове, будет выделена особая повышенная пенсия. Ну и почетный караул. А я улучшу как выгодный момент. Так. Проберусь в прокуратуру и положу прямо прокурору на стол ваш компьютер. Хорошо. А Парфенов и его брат? Полетят туда, куда ты хотел упечь. Ага. Ну все. Ините ля шанс, Петр Петрович. Не воспользовался ты своим шансом. Эх, упустили шанс, Петр Петрович. А у тебя ведь было высокое каре на руках. Не воспользовался. Автовокзал города Антарска. Ячейка номер 214. А код? Год моего рождения. А когда вы родились? Если вы тот, за кого себя выдаете, зайдите ко мне на работу, вам скажут. Обязательно зайду. Свои. Руки! Свои. Алло. Ты все-таки жив. Душа моя, ну когда ты научишься мне доверять? Я, кстати, совсем не пострадал. А я в этом не... Что? Следственный комитет. Я хотела сказать что-нибудь в твоем духе, у меня не получилось. Какие планы на вечер? Мне кажется, весь мой вечер уже занят. А, да, верно. Я сегодня целый вечер на эстраде цирка. А где Люда? Люда еще в Антарске. Что-нибудь передать ей? Нет. Я хочу сам. Это будет сюрприз. Нашли что-нибудь интересное? Нет, практически вся информация нам известна. А вы думали, прокурор занимается чем-то незаконным? Петр Петрович не такой.
Уверена, что так оно и есть. Просто в этом нужно было убедиться. Я закончила. Спасибо. Можете убирать документы. Алло, до свидания. До свидания. Знаешь год рождения Никифорова? Да, знаю. А что? Хорошо, заберу я твой ноутбук. Хоть не зря съездила в Антарск. Теперь все мчи к Олежке, только не нарушай скоростной режим. Ладно. На автовокзал. Кстати, за мной в тот вечер следили. Не исключено, что люди Парфенова наблюдают за камерами хранения в Антарске. Ну, это маловероятно. Хотя, с другой стороны, если они прошли тем же путем, что и я, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Алло. Нет. Я не буду участвовать в этом ток-шоу. Даже если вы пришлете машину. Деньги можете даже не предлагать. Номер занят. Я послал свою коллегу в Антарс за компьютером. Ага. Простите, можно ваш телефон? Спасибо. Семен, это Никифоров. Об этом потом. Значит так, срочно высылай группу захвата на автовокзал в город Антарск. Там возле камер хранения должна быть девушка. Как она выглядит? В розовой куртке. В розовой куртке. Я не мисс, я старший лейтенант юстиции. До свидания. Сумочку отдай. Всем стоять! Что такое? Скорую на станцию срочно! В городе Антарске при проведении оперативно-розыскных мероприятий была тяжело ранена сотрудница прокуратуры старший лейтенант Людмила Шуваева. Врачи оценивают ее состояние как критическое.